Добрый день, меня зовут Виктория, и я представительница правовой инициативы. Мы начинаем серию роликов «Она права». Будем говорить о женщинах, об известных женщинах, о сильных женщинах, которые защищают права человека уже много лет. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. А мы начинаем. Амаль Клуни, юристка по правам человека. Женщина носит фамилию Джорджа Клуни, однако все чаще мировые СМИ предпочитают называть знаменитого актера мужем Амаль. Ежедневно из-за своей работы Амаль сталкивается с угрозами ареста, угрозами жизни и здоровью. Она приняла участие во многих известных и громких делах. Именно она участвовала в программе межкультурного взаимопонимания в Армении. В настоящее время она возглавляет юридическую рабочую группу по ответственности за военные преступления, совершенные в Украине. Ukraine is today a slaughterhouse, right in the heart of Europe. Девушка родилась в Ливане в 1978 году. Ее имя происходит от арабского слова «амаль», что означает «надежда». Из-за гражданской войны ее семья была вынуждена бежать в Англию, когда девочке было всего 2 года. Там Амаль получила отличное образование. Сначала она обучалась в престижной гимназии для девочек, а затем в колледже Святого Хью в Оксфорде. В 2000 году она получила степень бакалавра гуманитарных наук в области юриспруденции. И уже в следующем году Амаль поступила на юридический факультет Нью-Йоркского университета, где получила степень магистра права. Амаль связала свою жизнь с проблемами беженцев и жертв военных конфликтов чуть крепче, чем обыкновенный юрист. Она говорит, что не придерживается советов других юристов не становиться близкими с клиентами и держать дистанцию в работе над кейсами. Наоборот, Амаль убеждена, что узнавая своих клиентов ближе и даже становясь с ними друзьями, это помогает бороться за их судьбы. Амаль говорит, что верит в своих клиентов. «Я тот человек, который доступен в любое время и который делает все возможное, чтобы защитить их». Девушка строила карьеру стремительно. В 2004 году Амаль на год уехала в Гаагу на стажировку в Международный суд ООН, затем она работала в Международном трибунале по бывшей Югославии. Когда ее стажировка подходила к концу, она узнала о том, что ООН инициирует расследование убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири, то, что позднее вылилось в полноценный трибунал. Она тут же присоединилась и к этому расследованию, хотя бы на пару месяцев, пока действует ее виза. Позже Амаль устроится в Dotted Street Chambers, лондонскую контору, куда будут обращаться известнейшие люди планеты и даже целое правительство. В числе клиентов женщины или команда юристов с ее участием являются бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, бывший президент Мальдив Мохаммед Нашид, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, журналисты Мария Реса и Мохаммед Фахми. Что важно, она защищает всех, следуя святейшей юридической мантре «Каждый имеет право на адвоката». Аламудин, это ее девичья фамилия, представляла интересы Ассанжа, но также защищала, например, Абдалла Аль-Синуси, бывшего начальника разведки Каддафи. В том, что этот человек совершил целый ряд преступлений против человечности, сомнений не было ни у кого, в том числе и у Амаль. Но она его адвокат и должна реализовывать его право на защиту и на справедливое судебное разбирательство, которое, по ее мнению, нарушал Международный уголовный суд. Несколько лет Амаль занимается делом Нади Мурад, бывшей секс-рабыни боевиков, которой удалось сбежать из плена и найти в себе силы добраться до Европы и стать правозащитницей. Встретив девушку, Амаль была настолько поражена ее историей, что поклялась заставить Совбез ООН принять меры по привлечению ИГИЛ к ответственности. Самое лучшее, что мы можем сделать как женщины, это заступаться друг за друга, считает юрист. Это то, что мы должны делать вне зависимости от того, где мы живем и кем работаем. Потому что когда мы едины, мы можем все. Амаль и Джордж Клуни основали фонд Clooney Foundation for Justice, который предоставляет бесплатную юридическую поддержку жертвам злоупотребления властью, а также части своей работы посвящает проблемам, с которыми сталкиваются женщины во всем мире, а также борьбе с дискриминацией. Каждая из программ фонда направлена на борьбу с системной несправедливостью в отношении уязвимых сообществ.
журналистов, женщин и девочек, защитников демократии, представителей ЛГБТК+, и меньшинств. Основатели фонда говорят о том, что когда журналистов сажают за свою работу, то пытаются вызволить их из тюрьмы. Когда женщинам и девочкам отказывают в равном обращении, они помогают им бороться за свои права через суд. Сейчас фонд представлен в более чем 35 странах, помогая тем, кто борется за отстаивание демократических ценностей. Фонд Амаль Клуни и, в частности, его инициатива Trial Watch отслеживает уголовные процессы по всему миру и защищает права людей, несправедливо заключенных в тюрьму. При помощи этой инициативы фонд систематически мониторит судебные заседания и в Беларуси. Инициатива неоднократно заключала, что режим Лукашенко использует суды, чтобы сокрушить демократию в Беларуси. Судьи стали проводниками режима Лукашенко, сказала профессор Стэнфорда и эксперт Trial Watch Бет Ван Шак, соавтор одного из отчетов Trial Watch по Беларуси. Суды отказались от своей роли в защите верховенства закона. Вместо этого они обвиняют немногим больше, чем говорит обвинение, и при этом отказывают обвиняемым в праве на защиту. Фонд Клуни вместе со своими партнерами, в том числе, мониторили судебные процессы в отношении политических заключенных в Беларуси. Журналисток Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, адвокатки Людмилы Казак, Виктора Бабарика и других. Фонд Клуни считает, что международное сообщество должно продолжать оказывать давление на судебную систему, включая правоохранительные органы, государственных обвинителей и суды. Более того, уже включенные в этот процесс международные механизмы, такие как расследование, проводимыми Управлением Верховного комиссара по правам человека ООН и международной платформы по привлечению виновных к ответственности, должны продолжать освещать нарушения, совершенные в ходе судебных заседаний, и необходимость обеспечивать реализацию права каждого на справедливое судебное разбирательство, равно как и право на защиту. Даже несмотря на свою известность и занятость, Амаль Клуни продолжает преподавать и является профессором международного права Колумбийского университета. Говорят, что на лекциях у нее всегда полный зал. Студенты ее очень любят и уважают. Спасибо вам за внимание. Это первый ролик о женщинах-правозащитницах. Следите за нашим каналом, будет очень интересно. Ну и, конечно, пишите комментарии, если для вас это безопасно.